Друзья мои, всем привет! На связи игрок Макс под ником Paz из 195-го штата с продолжением истории игры в State of Survival без вложений за 700 дней. Время бежит очень быстро, ведь совсем недавно мы выпустили два ролика 300 и 500 дней без доната. Если вы не смотрели их, то ссылки, как обычно, будут в описании. Практически сразу после выхода последнего видео игра начала стремительно набирать обороты, что существенно ускорило развитие и, как следствие, вызвало необходимость корректировки общей стратегии развития Макса. Говоря простым и понятным языком, ранее приоритет заключался в создании армии, так как остальное развитие без вложений было крайне затруднительным. Соответственно, во всех возможных магазинах и событиях Макс делал акцент на ускорители и скупал преимущественно только их. Теперь же основной задачей является покупка материалов для снаряжения шефа, так как прокачка снаряжения является самой сложной задачей в плане развития для фри-то-плей игроков. Посмотрим на его снаряжение сегодня. В экипировке Макса 3 вещи из комплекта передовой и 3 другие из комплекта непреклонность. В сравнении с предыдущим роликом он очень хорошо продвинулся в этом плане. Сейчас расскажем, за счет чего это произошло, и дадим пару советов. Макс всегда активно играл события «Толпа зараженных», даже тогда, когда имел максимально доступное снаряжение для игроков без вложений, и когда не было возможности получать дизайны тактического снаряжения бесплатно. На тот момент многим казалось, что это не имеет смысла, и они пренебрегали данным событием. Но, как видите, эта история не про Макса. За счет постоянной и активной игры у него собралось достаточное количество материалов для снаряжения шефа, но практически не было дизайнов. И все развитие упиралось именно в их отсутствие. Но как только он закончил с фиолетовым снаряжением, картина изменилась, и теперь у него всегда есть запас дизайнов, но не всегда хватает остальных материалов. Поэтому хочу отдельно отметить магазин бета-войны, в котором Макс рекомендует прямо-таки с первого дня, как только в данном магазине появятся материалы для снаряжения шефа, скупать именно их, а не ускорители, как это делал он в начале своего развития. Второй важный момент – зона заражения, а именно уничтожение угроз зоны, за которых мы получаем сплав. Всю свободную выносливость шефа Макс раньше тратил на рейды против нечестивых, но так как все фиолетовые герои у него уже прокачаны полностью и фиолетовых фрагментов в запасах хватает сполна, он решил получать сплав для снаряжения, зачищая зоны, что в принципе советую делать и вам. И последнее дополнение, которое, на мой взгляд, также очень актуально, это выход из основного союза на событие «Толпа зараженных» и прохождение данного события в союзе ферме с 6 аккаунтами. Почему, на мой взгляд, оно стало актуальным именно сейчас? Все топовые игроки и практически все игроки со средними вложениями в старых штатах уже улучшили снаряжение шефа до золотого уровня. Следовательно, они не играют в это событие так усердно, как это было раньше, что дает нам отличный шанс занять хорошие места и получить наилучшие награды. Макс выходит из союза в неделю с событием «Толпа зараженных» только во вторник, чтобы не терять возможность участвовать в событии, связанных с захватом бункеров, так как его союз активный и каждую пятницу проходит жаркое противостояние. Напомню, что награды за толпу отправляются игрокам в среду и пятницу после 12 часов дня по мировому времени, чаще всего с задержками. А это значит, что если Макс отыграет толпу зараженных в четверг в другом альянсе, то должен дождаться выдачи наград, а только потом вернуться в основной союз, иначе он потеряет награды толпы, а пока ожидает награды, может пропустить бункера. Единственным минусом при таком способе игры в событии «Толпа зараженных» является пропуск участия в одной ловушке. Ведь при возвращении в основной союз у нас есть ограничение на участие в 48 часов. Но так как снаряжение героя у Макса прокачано практически полностью, он может с легкостью позволить себе данное действие без ущерба для общего развития. Давайте сразу же обсудим и снаряжение героя. На данный момент у него полностью прокачано снаряжение для героев-охотников и пехоты. Для наездников сделаны золотые вещи 3, 4 и 2 звезды. Это значит, что в общей сложности ему осталось сделать 6 улучшений.
Как говорит Макс, он стал сознательно затормаживать улучшение снаряжения героя. Это и выход из Союза на толпу зараженных, как я уже сказал выше. Также это переход в другой союз на событии «Битва штатов». Для чего ему это нужно, спросите вы. Возможность улучшать снаряжение героя нужна для зодиакального события, где без улучшения снаряжения мы не сможем открыть 5-й ящик, самый ценный из возможных для фри-то-плей игроков. Также эти улучшения позволяют закрыть минимальную планку наград на каком-либо этапе, где есть улучшение снаряжения героя, а других компонентов для этого действия у нас попросту может не быть. У игроков с полностью прокачанным снаряжением героя такая возможность отсутствует. Перейдем к медалям шефа. Тут Макс тоже существенно набрал в развитии, и на данный момент у него все золотые медали 2-го уровня и 4 золотые медали 3-го уровня. Из предыдущих роликов и по снаряжению шефа вы уже наверняка заметили, что Макс сторонник равномерного развития. Во-первых, он не рейдер и не видит смысла акцентировать внимание и отдавать приоритет чему-то одному. Во-вторых, при атаке на него из отчетов невозможно понять, какого уровня у него золотые медали. А чем слабее Макс выглядит в глазах соперника, тем больше тактического преимущества получает. Ну и последняя причина, по которой Макс предпочитает развиваться равномерно, это то, что материалов на золотые улучшения нужно гораздо больше, чем на улучшение красного цвета. Это касается как медалей, так и снаряжений шефа. Поэтому он делает сначала то, что сложнее, чтобы в дальнейшем было легче. Как вы видите, у Макса в распоряжении уже есть более чем 350 сертификатов. И при выборе между ними и жетонами знака он отдает предпочтение именно сертификатам. Друзья, помните, был обменник, в котором можно было обменять сертификаты для медалей на жетоны. Я видел, как многие игроки меняли сертификаты на жетоны, ссылаясь на то, что до красных медалей им очень далеко. Я, так же как и Макс, не считаю данный обмен рациональным, так как получение сертификатов на сегодняшний день является процессом более трудоемким, чем получение жетонов знака. А в конечном счете вы все равно придете к улучшению медалей красного цвета и столкнетесь с нехваткой именно сертификатов. Также хочу сказать пару слов о спорах игроков о том, что сложнее прокачать – медали или снаряжение шефа. Как уже было озвучено в начале видео, да и ссылаясь на аккаунт Макса, легко можно сделать вывод, что снаряжение шефа прокачать сложнее, чем медали. Исходя из этого, расставляйте приоритеты правильно. Теперь поговорим о плазме. В прошлом ролике мы говорили, что Макс решил делать упор на звезды, так как прокачать их получится гораздо быстрее, чем войска Т-11. На практике все получилось гораздо проще, выбирать особо не пришлось. При наличии полимеризованной плазмы он улучшал звезды, а при ее отсутствии прокачивал статистику в ветке охотников, так как была необходимость в получении минимальных наград в событиях с использованием плазмы. Самым сложным моментом для Макса оказалось то, что пришлось прокачивать гараж до 5-й звезды, ведь без него невозможно было улучшить военный институт до 5-го уровня. А без этого нельзя изучать дальнейшие технологии в ветке охотников на пути к Т-11. Итак, на сегодняшний день Макс прокачал гараж до 6-го плазменного уровня, а военный институт оставил на уровне 5-й звезды. Остальные плазменные постройки прокачаны до 7-й звезды. Технологии в военном институте на ветке охотников прокачаны таким образом. В общей сложности для получения Т-11 охотников Максу не хватает чуть меньше 3000 плазмы. Если бы не события с магазином-обменником в карнавале, где мы ловили шва и няня, то плазмы в рюкзаке было бы больше, так как Макс с легкостью обменивал всю доступную плазму на компоненты для выстрелов. Такой путь он выбрал, чтобы занять место в рейтинге и получить купоны обликов. Теперь скажу пару слов о лаборатории. Все вы помните, а если нет, то посмотрите предыдущие ролики, что Макс прокачивает технологии в основном за счет ускорителей исследования, а универсальные тратит для увеличения количества армий. На данный момент на отметке в 700 дней у него практически полностью прокачана вся лаборатория. В военной ветке полностью прокачана пехота и охотники. Также остается 4 технологии с наездниками, которые, на его взгляд, не так важны. Их развитие выше 6-го уровня.
Это говорит о том, что в скором времени Макс полностью закончит с лабораторией, тратя на нее преимущественно только ускорители исследования. Не знаю, как у вас, но у меня возник закономерный вопрос. Если Макс сместил акцент с увеличения количества армий на развитие снаряжения шефа и теперь скупает материалы для снаряжения вместо ускорителей, то насколько замедлился данный процесс и сколько сейчас солдат в его поселении? Просто представьте, что у фри-то-плей игрока сейчас больше 8,5 миллионов солдат, а это значит, что за 200 дней он увеличил армию более чем на 2,5 миллиона солдат. Считаю, что это отличный результат с учетом того, что войска теперь отошли на второй план. И напоследок обсудим самый горячий вопрос – это уровень VIP. Под последним видео многие написали, что 10-й VIP уровень для игроков без вложений чуть ли не за гранью возможного. Приготовьтесь писать новые комментарии, так как у Макса сейчас уже VIP 11 и четверть уровня VIP 12. С уверенностью можно предположить, что к знаменательной дате в 1000 дней мы снимем ролик о Free-to-Play с VIP 12. Как удается так быстро качать VIP? Мы уже говорили об этом в 2 предыдущих роликах, что практически все биокапсулы он тратит именно в VIP, пренебрегая рулеткой Rare настолько, насколько это возможно. Купоны с героями Макс покупает только один раз для открытия этого героя, и весь остальной процесс улучшения идет только за счет универсальных фрагментов. После получения бесценного VIP 12, Макс планирует полноценно отыгрывать события рулетки и скупать купоны с необходимыми героями. Всех героев он качает по тому же принципу до 60 уровня, а свободные универсальные фрагменты использует для команды троллей. На данный момент она выглядит так. Хочу еще раз отметить, что все советы и рекомендации, которые дает Макс в этих роликах, предназначены для игроков, которые играют исключительно без вложений. При игре даже с минимальными тратами общая стратегия может иметь существенно другой характер. Ну а я хочу поздравить Макса с VIP 11, почти с 9-миллионной армией и бесплатными обликами штаба. Мы начинаем отсчет следующих 300 дней, чтобы снять юбилейный выпуск о 1000 дней игры в State of Survival без вложений. А пока что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом с союзниками. Берегите себя, учитесь играть и играйте правильно. Всем пока!